Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Итак, очередной бложек. Что происходит у нас в мастерской? Заканчиваем делать ТО на 650-ке, которая стояла 2,5 года. Здесь у нас жутко страшная тормозуха. В пачке она еще вернее, свеженькая. А вот что мы с нее слили. Такого вот цвета. Здесь она довольно давно уже не менялась. Вот, тут замена антифриза, тормозухи, 3 масел, воздушный фильтр поставили новый. И, в общем-то, никаких нареканий по мопеду не нашли, потому что с последнего визита к нам он проехал всего лишь 3000 километров. Это было 3 года назад. С 650-кой, которая была с заводским браком и ржавая, в конечном итоге с клиентом сегодня общался, приняли решение поставить наш вариатор, перебранный хорошими бэушными запчастями, он с новыми шестернями. Поменяем ему воздушный фильтр на оригинал, вот это вот выкинем. Он и забитый, и в принципе не оригинальный сам по себе. Вот, соответственно, ставим нормальный варик на него, который будет хорошо ходить нормально. Вот, с нашей пометочкой. Крышка от свежего года. В принципе, только воткнули. Вот, учу механика вставлять варики. Никак почему-то не могу научить. Как научиться учить? Вот что самое сложное. Меняем масла, меняем антифриз. Нет, антифриз мы здесь не меняем. Меняем масла, фильтр варика ставим другой. Все-таки он в центре подтерся, рвется легко. Ну и воздушный фильтр. Вот, да, все. На этом все работы заканчиваются. Больше ничего мы с ним делать не будем. Дальше он уедет и будет кататься. Он сказал, что очень мало ездит и типа будет ему нормально. Вот. Перебрал я редуктор, вернее заменил сальник хвостовика, проинспектировал ось, никаких люфтов на ней нет. Про редуктор снимал отдельное видео, оно уже вышло. Думаю, что многие из вас уже посмотрели, но если не посмотрели, обязательно не забудьте зайти и поставить лайк. Если напишите комментарий более 3 слов, то от меня отдельный респект. Забрал я в выходные посылочку. Очень и очень важную, безумно важную для владельцев 400-ок, а также для владельцев BMW C650 GT Дорест. Здесь у нас грузики Доктор Пули в некотором количестве. Вот они, 28 грамм на дорестовую цешку. И 17, 18 и 19 здесь должны быть, да, самые популярные для установки для 400-ок, 43, 44, 41, 42 кузова. В общем, для всех 400-ок Скаев есть новая партия грузиков, потому что у нас остались только 21 грамм. И последние пару мопедов мы их облегчали, потому что, ну, как бы 21 грамм реально подходит только если ты ездишь чисто по трассе. Для города это перебор. Далее у нас идет здесь процесс переборки рулевого демпфера. Привез мне его человек в субботу. Сегодня у нас вышел на работу специалист, который ими занимается. Я только изготовил специнструмент для его разбора и сам в это не погружался. Демпфер с разборки, в принципе, достаточно живой, за исключением вот этого вот места. Здесь у нас ржавчинка, и это, к сожалению, рабочая поверхность. Ну, мы ее вычистим насколько сможем, но, к сожалению, гарантии на такую работу дать не сможем. Долго это дело вряд ли проходит. Кто-то, кстати, упоминал про поролонку против вспенивания масла. Вот здесь она уже отсутствует. Но это, в общем, не критично. Самое главное, чтобы он был с маслом, без воздуха и не тек. Вот, подготовили новые сальники. В прошлом сезоне у нас была прям беда. Весной поехали люди в переборку демпферов, а у нас сальники закончились. И мы их, короче, ждали целый сезон. Вот, в начале этого сезона я купил сразу на 50
демпферов, запас сальников, и пока что у нас их достаточно. Будем стараться больше такого, чтобы не было с сальниками. Следующая на повестке дня у нас ЛТшка. Вот на ней хотел бы остановиться особенно. Здесь интересно то, что мы собираемся с ней делать. Ну, то есть я уже упоминал, что мы на ней ремонтировали амортизатор. У нее вопрос с давлением топлива. Скорее всего, она плохо едет. Но это не так важно. Мы лезем в топливную систему, и мы будем профилактически менять топливные шланги. Вообще, рекомендация всем владельцам РС, ЛТ и вообще всех старых мотоциклов BMW. Первое после покупки мотоцикла прямо сразу — это замена тормозных шлангов, если они там резиновые. Их надо менять на армированные, потому что они лопаются в любой момент. Это реально опасно для жизни. Вот, они гниют изнутри. Иногда бывает такое, что шланг закупоривается продуктами износа своими же. А в данном случае у нас рядники, и на них есть болезнь. Прямо люто страшная и противная болезнь. Они загораются на ходу, потому что у них начинает течь бензин, попадает на глушитель. То есть вот здесь у нас рампа с форсунками. Отсюда у нас начинает подтекать бензин, попадает на глушитель, и она на ходу загорается. Довольно часто, ну вот здесь может быть и нету. Посмотрим с другой стороны. Вот это вот, нет, наверное, это желтизна от масла. Ну, короче, довольно часто на боковых крышках можно увидеть такие прямо желтые следы. Желтые следы — это есть не что иное, как следы течи топлива. И это очень опасно, потому что загореться может в любой момент. Последствия всегда разные, но, как правило, базовые повреждения — это дроссельный узел, проводка вся около дроссельного узла, корпус воздушного фильтра. В более запущенных случаях бывает доходит до приборной панели. И я даже знаю один случай, что человек ехал в Казахстане, любовался видами, и пока он заметил, что горит, то есть мотоцикл при этом продолжал ехать, пока он заметил, что горит, остановился и слез с мотоцикла, у него нога прогорела до кости. Мотоцикл был просто ужасный по состоянию, у него там люто поплавилась фара, передний пластик, очень много повреждений. Тогда всем миром ему собирали запчасти, было такое. И у меня до сих пор остались фотки, я, может быть, сейчас прикреплю даже. То есть, чтобы просто было понимание у владельцев, что эту проблему нужно постоянно контролировать, и забивать на нее нельзя. Потому что реально мы на разборе эти запчасти не успеваем мотоциклы разбирать, то есть их регулярно покупают. Мы сами мало таких мотоциклов восстанавливали, вообще стараемся в последнее время все меньше браться за ЛТХи, потому что там столько колхоза, что реально ЛТХа, приехавшая в сервис, выводит сервис из строя как минимум на несколько дней зачастую. Ну, если там какая-то серьезная работа, конечно. То есть есть какие-то определенные постоянные клиенты, которых мы берем просто потому, что они постоянные. Вот, но как бы с серьезными работами, во-первых, зачастую за них и платить не хотят. То есть я просто стараюсь в оценке своей работы соизмерять сложность со стоимостью. И, на мой взгляд, личный, там замена сцепления на ЛТшке должна стоить 30 тысяч рублей. Потому что иначе просто в этом нету смысла. Вот. А если человеку это дорого, то, значит, вероятно, надо ехать туда, где нету инструмента, и все делают как-нибудь. Вот. Ну, я лично дешевле брать этот мотоцикл в ремонт вообще не готов. Ну, это просто получается, что ты отказываешься от другой, более интересной работы, от большого количества, а получаешь головняк, который занимает у тебя подъемник, виселицу, абсолютно нетранспортабелен в разобранном состоянии. И что с этим дальше делать, непонятно, если нет запчастей или что-то еще. Плюсом ко всему, никто не хочет почему-то нормально менять сцепление, потому что нормальная замена сцепления на ЛТХе — это почти всегда замена корзины в сборе, потому что на ней почти всегда есть трещины, 98% случаев, а они все время хотят менять диск. Я, кстати, знаю случай, когда у человека разнесло корзину на куски. Было прям
нифига не весело, скажем так. У него разбило картер сцепления, и в штаны он тоже наложил не слабо, потому что хорошо, что ногу не оторвало. Вот. Собственно, вот такая вот картина. Мотоцикл интересный, на нем проворачивало кардан, мы на него новый оригинальный кардан привозили. На тот момент он около, наверное, 60 тысяч стоил, что-то такое. Пару лет назад это было. Потому что кардан на ЛТХу это тоже проблема, он вроде как такой же, как на РС, только длиннее. Я даже раздумывал над ситуацией, когда много РСных карданов было в продаже у нас в наличии живых, и не было карданов на ЛТшку. Я даже раздумывал над вариантом их как-то удлинять, точить переходные пластины, запрессовывать и обваривать. Ну, то есть, теоретически это возможно, но практически это, конечно, дичь. Вот, а сейчас что-то и на РС карданы позаканчивались, поэтому тема потеряла свою актуальность, не успев начаться. Но всегда русский пытливый ум что-нибудь допридумает. Только надо как-то разумности какой-то в этом деле придерживаться. Вот, и лучше не перегибать. Собственно, соберем, поедет она дальше кататься. Но, скорее всего, человек на гантелю ее поменяет в ближайшие, я думаю, годы. По остальному, у нас вот тут блог про бело-синий мопед посмотрел человек, позвонил мне позавчера, если не ошибаюсь, и привез вот эту 650-ку с точно такой же проблемой с вариатором. Она зависла на повышенной передаче. Будем разбираться. Здесь тоже горит ошибка C51. Довольно-таки интересный мопед. Посмотрим его. Из того, что мне сходу по нему не нравится, это вот это вот дело. Я вот его даже еще не закатывал, но ради интереса пошатал заднее колесо. И оно... Короче говоря, подшипники заднего колеса имеют явный очень большой люфт, и это нужно срочно поменять. Но это недорого, и я думаю, что мы их махнем заодно с общим ремонтом. В остальном, ну, мопед как мопед. И привезли гантелю. Тоже человек, по-моему, посмотрел наше видео на ютубе по сборке мотора гантелевского и приехал. У него здесь вообще подозрение на проблемы с двигателем, на проблемы с прокладкой головки. Вот, ну и, честно говоря, тут гантеля такая изрядно покоцанная. Вот тут вот был ударчик по головке, подтекает масло, шланг охлаждения начинает разъедать. А с другой стороны вообще после падения оторваны оба уха крепления дуги штатной. Вот. Мы такие вещи восстанавливаем, иногда даже восстанавливаем без снятия двигателя. Вот. Поэтому, ну, надо смотреть по каждому конкретному случаю. Здесь мы изучим все проблемы, которые есть, и примем какое-то решение, как и что мы будем ремонтировать. Но сначала, я думаю, мы по-человечески помоем радиатор и заправим систему охлаждения. И очень может быть, что никакой проблемы с прокладкой головки там на самом деле нет. Потому что зачастую все проблемы, когда люди грешат на движок, на поведенную головку, там, блок или прокладку, они зачастую, ну, в подавляющем большинстве случаев из-за того, что люди просто плохо выгоняют воздух из системы. Но не всегда, конечно. Поэтому будем разбираться, попробуем это дело собрать по-человечески и продиагностировать нормальный мотоцикл на предмет наличия газов в бачке. Если действительно они вдруг есть, то будем разбирать двигатель и смотреть. В крайнем случае у нас лежит хороший свежий мотор, который я, кстати, до сих пор не выложил на продажу. Все время забываю. Там надо просверлить отверстие под дугу и, собственно, выложить. Вот тот мотор, который в видео по сборке мотора GTL. Если не смотрели, обязательно зайдите и посмотрите, если вам интересно, что внутри самого дорогого мотоцикла BMW. И, собственно, этот мотор, он на сегодняшний день в продаже. Так что как-то так. Вот к нам тут пришел классный рыжий пес. Эй, рыжий, здорово. Красивый. Только грязный. Помыть бы тебя. Вот.
Как-то так. А мы продолжаем. Итак, краткие итоги сегодняшнего дня. Одна 650 с ТОшкой у нас уехала. ЛТХу мы еще не загнали на подъемник. Планируем как раз после вот этого вот бело-синего мопеда. Бело-синий мопед достаточно выпил сегодня нашей крови, потому что после установки другого варика он не захотел работать. К сожалению, так бывает. Примерно один мопед из десятка начинает парить мозги. Вот. Но мы это дело оперативно решили. Благо у нас достаточно и опыта, и запчастей, в случае чего попробовать подкинуть. И все сопротивления мы знаем наизусть, и все болячки тоже знаем наизусть. Сначала попробовали... сначала была 51-я ошибка, попробовали подкинуть другой моторчик. Это не помогло. Далее я полез по проблемным местам. Нашел вот такой вот оплавленный разъем. Вот так вот это вот противно выглядит все. Естественно, разбираться он не захотел. Тут пришлось уже немножко варварскими путями его разбирать. Ну вот прям видно, что мамка вплавилась и в бок сдвинулась. Короче, там был плохой контакт. Разъем этот паяли мы напрямую. Возможно, кто-то скажет, что это неправильно, но я так постоянно делаю, потому что в этом месте спайка напрямую никак не мешает разбору. И вообще я считаю, что Suzuki очень зря поставила там этот разъем, потому что он только вызывает дополнительные проблемы. Вот. Таких проблемных мест там есть пяток. Вот. Просто мы знаем, где они, в случае чего знаем, куда посмотреть. После чего мопед начал подавать какие-то признаки жизни, но все равно не очень. Вот. Шаманили, нашли еще один дефект в электрике. В конечном итоге все работает. Вот. Ну вот такие вот непредвиденные проблемы. Примерно плюс 3 часа работы на ровном месте. А вы говорите планировать ТОшки. Тут ремонты, ну, вроде бы очевидные. Даже уже вот когда все отдефектовано, кажется, что вот тут несколько часов собрать и все. Даже очевидные вещи зачастую на старой технике вызывают некоторые вопросы. А учитывая, что мопед, по-моему, 2007 года, лет-то ему уже на секундочку 16. Даже несмотря на небольшой вроде бы пробег, всякое бывает. Ну ничего, главное решили, и все, можно ездить дальше. Загнали мы на 400-очку на подъемник. Я нашел зарядку. Генератор у нее исправен, сгорел реле. Вот. Все время, кстати, спрашивают про методологию проверки генератора. И мне совершенно непонятно, почему людям лень открыть мануал, буквально в течение 5 минут его полистать. Никогда не понимал, когда мне пишут с такими вопросами, довольно глупыми, ответы на которые есть в мануале. Мне интересно решать какие-то нестандартные задачи, да, поразбираться в этом классно. Но рассказывать людям, условно говоря, как менять масло, ну, ребят, это несерьезно. Вот, поэтому думайте головой, изучайте, смотрите. Вот, мы тут достали некоторое количество запчастей. Когда один моторчик я подкидываю бэушный и он не работает, я всегда пробую еще один, потому что бэушные запчасти, они тоже как бы имеют некий процент брака, и с этим приходится считаться. Вот у нас тут всякие датчики разные, вариаторные. В общем, работаем. Ждем следующего на подъемнике. Ну, наверное, на этом долгом подъемнике у нас завтра соберется ЛТшка, и только потом мы займемся следующим Бурманом. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк.